Важность зрительных рефлексов в развитии ребенка. Что делать, если ребенок путает буквы, постоянно спотыкается и не может сосредоточиться? Зрение ребенка– это не просто уметь видеть, а целый процесс, который нужно развивать с особым вниманием. Смотрите до конца, и вы можете изменить будущее вашего ребенка. Я Елизавета Чепкасова, я нейропедагог, и я рассказываю все о развитии детей. Зрение ребенка– это не просто уметь видеть, а целый процесс, который нужно развивать с особым вниманием. Представьте, если два глаза не работают как команда, не могут смотреть вместе на одну точку, ребенку становится трудно правильно понимать, где что находится, расположение вещей, близко или далеко. Например, он может не поймать мяч, промахнуться, споткнуться, путать буквы, теряться в пространстве. Все это связано с тем, как он чувствует гравитационную силу, которая тянет нас вниз. Уже с первого дня жизни, лежа на спине или животе, малыш начинает ориентироваться в пространстве. Где пол, где потолок, где прямо. Если в этом процессе есть сбои, мозг ребенка может получать неправильную картинку мира. Поэтому даже простое движение глаз и тела связано с тем, как ребенок чувствует землю под собой, как он учится равновесию, уверенности и фокусу внимания. А если у ребенка есть сложности с организацией движения, выполнения какой-либо задачи, отсутствие целенаправленности, а значит, ему трудно сконцентрироваться на выполнении заданий. Вы видите, что ваш ребенок постоянно находится в движении и никак не может остановиться и заняться чем-то определенным в течение хотя бы 10-15 минут. Нужно обратить внимание на его зрительные рефлексы. Также, конечно, нужно помнить о развитии зрительной системы в определенных возрастных периодах. До 6-7 лет ребенок, как правило, дальнозоркий. На близком расстоянии ребенку сложнее сосредоточиться. Когда ребенок до 5 месяцев кажется, что смотрит на вас, это просто точка сборки. После 6 месяцев зрение становится дальнозорким. Если вы наблюдаете у ребенка все те проявления, которые были перечислены выше, вы можете обратиться к специалистам, которые хорошо понимают в возрастных особенностях формирования зрительного внимания и зрения. И, конечно же, специалист вам поможет в том, чтобы правильно сформировать все функции зрения. Важность и значение этапов ползания. Задержка когнитивного и моторного развития возможна, если ваш ребенок пропустил этот этап. Ползание имеет ключевое значение для многих аспектов развития ребенка. Акт ползания помогает развивать оба полушария и закрепляет возможность хранения и воспроизведения информации, влияет на развитие координации всего тела и влияет также на эмоциональное развитие. Когда ребенок ползает, движения его рук задают направление для движения глаз, и так развивается способность координации рука-глаз. Данный навык чрезвычайно важен для освоения чтения письма и различных видов спорта. И не только, конечно. Ползание, оно активно развивает бинокулярное зрение. Глаза смотрят вместе, тренирует способность смотреть вдаль и снова возвращаться к рассматриванию рук на полу. Конвергенция и дивергенция. Когда ребенок вырастает, ему необходимо бинокулярное зрение для работы в классе. Когда необходимо смотреть на преподавателя, слушать его и записывать у себя в тетради или следить за текстом перед собой, либо списывать текст с доски. Кросс-латеральные движения, правая рука и левая нога, левая рука и правая нога попеременно. В процессе ползания развивают скорость и ясность, способность анализа информации и критического мышления в дальнейшем развитии. Пропущенный этап ползания в развитии ребенка может сказаться на множестве функций тела и мозга, потому что ползание – это не просто движение, а важный нейрофизиологический процесс. Я перечислю вам возможные проявления у детей, которые не прошли этот этап. Первое – трудности с координацией, неуклюжесть, частые падения, проблемы с прыжками, то есть сложно прыгать, ловля мяча. Трудно управлять обеими руками одновременно, то есть двуручные действия. Нарушается зрительно-моторная координация, плохое зрительное
отслеживание, прослеживание двумя глазами, трудности с письмом, чтением, копированием с доски, перепрыгивание строк при чтении. Это, кстати, про дислексиков. Проблемы с мелкой моторикой и письмом. Могут уставать руки, очень слабое удержание карандаша, плохой почерк, медленная скорость письма. Также могут быть нарушения ориентации в пространстве. Может ребенок путать лево и право. Трудности в заданиях найти путь, либо найти отличия. Ребенок может плохо ориентироваться в новой обстановке. Могут возникать проблемы с вниманием и саморегуляцией. Может очень трудно сосредоточиться на задании, часто переключается, не доводит до конца начатое. Задержка в формировании перекрестных движений, что тоже очень важно. Может использовать только одну руку, и сложно использовать две. Сложности с такими упражнениями, как рука-колено и перекрестный шаг, то есть пересечение середины линии тела.